прежде чем начнем, поставь лайк и подпишись, вам это займет пару секунд. А мне будет очень приятно и поможет в дальнейшем развитии канала. Также хочу поблагодарить всех, кто уже подписан. Без вас не было бы ни канала. Спасибо вам за поддержку. Рим, согласно легенде, был основан в апреле 753 года до нашей эры. Эта небольшая деревня за 1000 лет выстроила одну из величайших и наиболее долговечных империй в истории. Однако к началу III века нашей эры началась череда событий, которые ослабили, а затем уничтожили Западную Римскую империю. Коррупция, экономические трудности, внешние и внутренние войны, вторжение и миграции, болезни и, откровенно говоря, беспечность привели империю к ее падению в 476 году нашей эры, но только на Западе. Хотя империя начала приходить в упадок в это время, были люди, которые пытались ее спасти, например, Диоклетиан, разделивший империю для упрощения управления, и Константин, который перенес столицу на восток в город, позже названный в его честь Константинополем. Эти императоры стремились сохранить империю не просто на несколько столетий, но еще на целую 1000 лет. Несмотря на то, что Запад пал в V веке, Восточная Римская империя продолжала существовать до XV века. Мы называем этих восточных средневековых греко-римлян византийцами, но сами они называли себя ромеями, римлянами. И именно так они всегда себя воспринимали. И в этом видео мы будем исследовать историю Византийской империи. Историю империи между мирами, которая в итоге стала уникальным миром сама по себе. Империи, религии, традиций и культуры. Империи на перекрестке миров, которая привлекала внимание всех. От торговли с Индией и Китаем до найма викингов в качестве элитных гвардейцев, до создания письменности и распространения религии на значительную часть Восточной Европы. Это была империя инноваций, великих архитектурных сооружений, развитой коммуникации и секретного оружия для войны. Империя, которая сталкивалась с гневом многочисленных соперников — персов, арабов, славян, священных римлян, викингов, крестоносцев, османов. Империя, которая сохранила римское наследие от классической эпохи до Ренессанса. Византия или Восточный Рим. Как мы должны воспринимать эту империю? Как продолжение Римской империи или как государство-наследника? Эта тема достойная отдельного видео, но если кратко, то Восточная Римская империя не называлась Византийской империей до XVI века, то есть спустя 100 лет после ее падения. Это название придумали западные ренессансные историки, которые хотели отделить средневековую греческую Восточную Римскую империю от западного латинского Рима Цезаря и Цицерона. Хотя это анахронизм, и хотя я склонен считать, что это было продолжение Рима, а не полностью отдельное государство-наследник, я буду использовать оба термина взаимозаменяемо. Я лично не возражаю против термина «Византийская империя». Если мы помним, что Византия — это другое название Восточной Римской империи после 476 года нашей эры. А теперь, говоря о том годе, отправимся туда. Восточным императором в 476 году был Зенон Исаврянин, начавший свое правление 2 годами ранее. Он провел Восток через один из самых мрачных периодов империи. Человек, нанесший финальный удар по Западной Римской империи в 476 году, был варварским генералом, служившим в римской армии по имени Оdoакр. Оdoакр сверг последнего марионеточного императора Ромула Августа. Вместо того, чтобы провозгласить себя императором, он отправил императорские регалии Зенону, заявив, что Риму больше не нужен западный император, и что он готов, по сути, быть вассалом восточного императора. Хотя этот поворот событий и не был таким уж неожиданным, учитывая ситуацию, в которой находился Запад уже более века, Зенон и римляне того времени были крайне обеспокоены этим положением дел. Однако на тот момент они мало что могли сделать. Зенон был слишком занят проблемами на Востоке, чтобы вмешаться. Варварские остготы опустошали Балканы, и он был вынужден бороться с претендентами на трон, оспаривающими его легитимность. Несмотря на эти события, важно помнить, что мечта о Риме не была утрачена для людей того времени только из-за этих обстоятельств. Само представление о том, что Рим может исчезнуть полностью, было немыслимым. Рим был не просто империей, он был империей, предназначенной править миром вечно. Многие римляне в этом не сомневались и просто считали, что это временная неудача. Когда-нибудь потерянные земли снова объединятся с Востоком.
На тот момент в современном французском регионе существовало римское государство, которое историки называют королевством Суассен, и оно продержалось несколько лет. В Далмации Юлий Непот продолжал претендовать на титул западного императора до 480 года. В городе Риме Сенат все еще функционировал и будет существовать до VII века. Латинский язык все еще широко использовался, варварские захватчики продолжали принимать христианство, а многие коренные народы Запада по-прежнему считали себя полноправными римлянами. Если у Рима был реальный шанс на восстановление, то он должен был прийти с востока. В конце 480-х годов Зенон решил убить двух зайцев одним выстрелом. Признав, что Италия, вероятно, потеряна, по крайней мере на данный момент, он поощрил остготов двинуться на королевство Одоакра и захватить его. Остготы согласились, и им это удалось. Таким образом, Зенон устранил своего соперника Одоакра и избавился от остготов на своей территории. Следующие несколько десятилетий были относительно стабильными. Он умер в 491 году, и трон перешел к Анастасию I. Хотя Анастасий был компетентным администратором и правил с меньшими трудностями, чем многие его преемники, его правление предвещало множество проблем, с которыми Византийская империя столкнется на протяжении своего существования. Первая проблема, с которой столкнулся Анастасий, была война на Востоке, в данном случае с Сасанидской Персией. Война с Персией, известная как Анастасиева война, продолжалась с 502 по 506 год и была лишь кратким конфликтом, начавшимся из-за территориального спора. Значение этой войны заключалось в том, что это был первый случай за примерно 60 лет, когда две империи начали войну, и это, как я упомянул, предвещало будущие конфликты. Во-вторых, правление Анастасия сопровождалось религиозными разногласиями. Христианство к тому времени было прочно укоренено в Римской империи и существовало уже несколько веков. Традиционные язычники составляли очень малую и непопулярную часть населения. Тем не менее, христианство все еще находилось в процессе определения своих догматов. Поскольку христианская религия занимает центральное место в истории Византийской империи, необходимо обсудить возникавшие разногласия. На текущий момент это был монофизитский спор. Монофизитство от слова «монофизис», что означает «одна природа», касалось природы Христа в его отношении к Богу Отцу. Интересно, что Анастасий стал сторонником монофизитской точки зрения, несмотря на официальную позицию церкви. Результат — Папа Римский и император в Константинополе оказались в разногласиях по богословским вопросам, и это было далеко не в последний раз. Анастасий умер в 518 году, оставив империю в относительно хорошем состоянии в административном и финансовом плане, хотя и слегка подверженной еретическим взглядам. Престол перешел к пожилому человеку по имени Юстин, ставшему Юстином I. Родившийся крестьянином, Юстин поднялся до высоких военных званий и использовал свое положение, чтобы занять трон. Он правил до 527 года, отменив религиозные реформы своего предшественника и стараясь избегать войн. Однако война все же началась в 526 году, снова с Персией. В последний год жизни Юстин назначил своего племянника Юстиниана своим соправителем, а после своей смерти — преемником, оставив ему решение этой и многих других проблем. Юстиниан оказался готов к этим вызовам. Он стал блестящим выбором на пост императора. Это был сложный и неоднозначный правитель, но эффективный и решительный, сумевший вернуть империю к активному и мощному состоянию. За годы своего правления он заслужил титул «Юстиниан Великий» и даже был канонизирован как святой. Его цель — ничто иное, как восстановление Римской империи на Западе. Как и его дядя, Юстиниан родился крестьянином на Балканах. О его ранней жизни известно немного, но уже тогда он проявлял признаки ума, амбиций и высокого трудолюбия. В 525 году, за несколько лет до того, как стать императором, он встретил свою будущую императрицу Феодору. Брак Юстиниана и Феодоры является одним из самых интересных в истории. Феодора привлекла его внимание, будучи актрисой. В современном мире актеры и актрисы часто являются объектами всеобщего восхищения. В средневековом мире это была одна из самых низких социальных позиций. Актриса также подразумевалась как проститутка, что делало этот союз крайне скандальным. Для того, чтобы этот брак состоялся, пришлось отменить законы, запрещавшие такие союзы. К тому же Феодора была монофизиткой, но это, похоже, Юстиниану не мешало. Несмотря на все это, их союз, похоже, был основан на настоящей любви.
Несмотря на ее происхождение и репутацию, Феодора сыграла ключевую роль в истории Византии. После смерти Юстина в 527 году Юстиниан стал единоличным правителем. Благодаря труду своих предшественников Юстиниан унаследовал империю, находившуюся в хорошем состоянии, готовую к смелым и масштабным планам. Он начал с реформирования налогообложения. Его министр Иоанн Каппадокийский стал одним из самых эффективных сборщиков налогов в истории империи, обеспечив правительство столь необходимыми средствами. Мы можем судить о его эффективности потому, что о нем почти никто не говорил хорошо. Следующим шагом были правовые реформы. Юстиниан полностью пересмотрел римское законодательство, создав свод законов, известный как Corpus Juris Civilis или Кодекс Юстиниана, который влияет на нас и по сей день. Тем временем война с Персией, начатая при его дяде и известная как Иберийская война, все еще продолжалась. Чтобы приступить к своим планам, Юстиниану нужно было сначала справиться с персами. Он согласился платить дань Персии, чтобы они не вмешивались. Это, наконец, позволило ему сосредоточиться на новых направлениях. Во время этой войны Юстиниан нашел человека, необходимого для руководства его армией — генерала по имени Велизарий. Велизарий, родившийся около 500 года нашей эры на территории современной Болгарии, заслужил благосклонность Юстиниана, одержав победы над персами в таких битвах, как битва при Даре, где его армия была вдвое меньше. Однако следующая битва Юстиниана была совсем не там, где он ее ожидал. Она разразилась слишком близко к дому, в самом Константинополе. В 532 году начались восстания Ника. Эти беспорядки начались в результате ряда событий, связанных с гонками на колесницах. Гонки на колесницах были главным видом спорта в Византийской империи. Гладиаторские бои не были очень популярны среди христиан, поэтому к этому времени они уже исчезли. В городе был стадион под названием Гипподром, вмещавший около 100 тысяч человек, и две основные команды — синие и зеленые. Их можно было бы сравнить с Мэтс и Янки в Нью-Йорке, но ключевое здесь то, что они также действовали как политические партии в важном смысле. Юстиниан был вынужден казнить двух гонщиков на колесницах, так как они были виновны в насилии. Толпа потребовала пощады, но он отказался. Из-за этого толпа в Константинополе объединилась против него с гневом на следующей игре, крича на греческом «Ника», что означало «побеждай». Некоторые политики воспользовались моментом и начали поддерживать и направлять разгневанную толпу ради своей выгоды. Вскоре это переросло в огромные неконтролируемые беспорядки, которые продолжались несколько дней и разрушили огромную часть города. Юстиниан готовился к бегству. Однако, понимая, что это означает восхождение нового императора, его остановила жена Феодора, которая убедила его и его людей остаться, произнеся трогательную речь, в которой сказала, что она предпочла бы умереть в императорской пурпурной одежде, чем жить как беженка. Юстиниан понял, что она права. Он вызвал Белисария и его войска, которые уже были в городе. Они сумели окружить большую часть толпы в гипподроме и убили 30 тысяч человек, решительно положив конец бунту жестоким ударом. Из развалин разрушенных частей города Юстиниан намеревался возродить новый Константинополь. В его центре он решил построить величественную церковь, чтобы заменить старую, сожженную в ходе беспорядков. Он построил Святую Софию, церковь Святой Мудрости. Она стоит до сих пор, и во времена Юстиниана это была величайшая церковь в мире, расположенная в величайшем городе мира. Теперь пришло время действовать на Западе. Западная империя исчезла всего около 60 лет назад. Пришло время вернуть ее. Он начал с Северной Африки, отправив Белисария завоевывать Вандальское королевство, которое там обосновалось. Белисарий быстро добился успеха, захватив Северную Африку, Сицилию и Сардинию в течение года. Он проезжал по территории не как завоеватель, а как освободитель, инструктируя своих людей уважать местных жителей. Ведь они были римлянами, следующим был Рим. Белисарий командовал лишь небольшими силами. 7500 человек в Италии. В то время уже не было больших армий Рима, но Белисарий все равно смог пройти через территорию, захватывая важные поселения без особого сопротивления, пока не добрался до города Неаполь. К 541 году Белисарий вернул Италию от остготов, используя хитрые тактики, чтобы захватить такие города, как Неаполь, Рим и даже хорошо защищенный город Равенна. Но потом его отозвали.
Персия вернулась и пыталась воспользоваться отвлечением Рима на западе, чтобы атаковать его. Белисарий не был доверен для борьбы с этой угрозой. Война между вечными врагами Персии и Римом продолжалась. Но сражения приостановились, когда появился новый захватчик. Чума Юстиниана — первое зафиксированное заболевание чумой. Эта чума пришла с востока и опустошила как Византию, так и Персию. Римская империя, и Персия в частности, были очень урбанизированы по сравнению с народами Западной Европы, и с сотнями тысяч людей, живущих в тесном соседстве, таких как Александрия и Константинополь, чума распространилась очень быстро, даже достигнув самого Юстиниана. Она унесла жизни до четверти мирового населения. Так много тел накопилось в таких местах, как Константинополь, где погибла половина населения, что люди уже не знали, как с ними справляться. Император был среди счастливчиков, однако, и после долгой борьбы с болезнью он выздоровел. Но когда он выздоровел, ему пришлось столкнуться с тем, что его трудолюбивая империя была истощена. Чума пришла в тот момент, когда Юстиниан нуждался в империи на пике ее сил. Это дало остготам в Италии шанс вернуть полуостров, и Белисарию и другим командирам Юстиниана потребовались годы, чтобы снова подавить их. Хотя в конце концов они это сделали. В 548 году Феодора умерла от рака, и Юстиниан был так охвачен горем, что отказался вновь жениться, несмотря на отсутствие наследников. Он продолжал свое правление еще 17 лет до 560 года, вскоре после чего умер, немного не дожив до смерти своего генерала Белисария. За это время, несмотря на эти неудачи, он неустанно двигался к своим целям. И к году своей смерти Римская империя выглядела немного как в старые времена. Это было изображение славы. Империя достигла наибольшего размера с момента падения Запада, но это изображение было обманчивым. В глубине души империя израсходовала себя. Италия стоила больше, чем ее стоило содержать. Империя была ослаблена чумой, ее финансы были истощены, а армии вымотаны. Она была не в состоянии продолжать дальше. Кто знает, как бы изменилась история, если бы одно из событий, например, чума, не помешало ему. Возможно, величайшая неудача для Юстиниана, одного из величайших императоров Рима, и Белисария, одного из величайших его командиров, заключалась в том, что они родились на столетие позднее. Слабость империи стала более очевидной при его племяннике и преемнике, психически больном императоре Юстине II. Историки часто отмечают разницу между ними, и некоторые называют Юстиниана последним римским императором. Он был последним императором, свободно владевшим латынью. После его правления греческий язык и культура стали доминировать. Он был последним императором, который имел реальные надежды на воссоединение с Западом, хотя, конечно, мы понимаем это только ретроспективно. Помните, что надежда и намерения все еще были живы. Однако после его правления империя постепенно начала погружаться в темные века, как и остальная Европа. Хотя Юстиниан был способным и компетентным правителем, его невезение оказалось слишком большим, и его мечты так и не осуществились в полной мере. Когда он умер, он оставил империю, которая казалась намного менее способной справиться с новыми угрозами, которые были уже совсем близко. Римляне не смогли полностью удержать контроль над Апеннинским полуостровом. Вскоре после смерти Юстиниана, в 568 году, германское племя лангобардов воспользовалось моментом и вторглось в Италию. Византийцы смогли удержать лишь некоторые районы вокруг Рима, Равенны и Юга. Полуостров оставался лоскутным одеялом из границ, как показано на карте, более 2 веков. Но, по крайней мере, Византия удержала свои позиции. В 582 году другие негерманские варварские группы прорвались через Балканы. Они смогли захватить город Сирмий на территории современной Сербии. Эти группы известны нам как авары и славяне. Авары представляли собой кочевой народ всадников-воинов с евразийских степей, чем-то напоминавших гуннов. До этого момента они занимались укреплением своей власти, подчиняя территории к северу от Дуная. Славяне же представляли собой группу народов, которые в это время начали миграцию на запад и юг из районов современной России. Вы наверняка слышали об этой группе, так как она сохранилась до наших дней и является основой таких наций, как Россия, Польша и несколько балканских стран, включая Сербию и Хорватию, которые ведут свое происхождение из этого места и времени. Когда Сирмий был захвачен, путь для разграбления Балкан был открыт для этих групп.
Однако в 582 году на трон взошел император Маврикий, в английской традиции Морис, который должен был что-то предпринять против новых захватчиков. Морис большую часть своего 20-летнего правления провел на Балканах, отбивая этих захватчиков и пытаясь стабилизировать регион. Цена этого внимания была высока для западных территорий. Римское присутствие там оказалось слишком слабым, что позволило вестготам захватить части Испании, а лангобардам — еще большую часть Италии. Удержание Западной Европы Византии всегда оставалось хрупким на протяжении всей ее истории. К счастью, Морис мог рассчитывать на стабильность на Востоке. Когда персидский шах Хосров II был свергнут, Морис и римляне вмешались в персидскую гражданскую войну и помогли восстановить Хосрова на троне. В благодарность за помощь Хосров заключил с Римом вечный мир, и боевые действия прекратились на все правление Мориса. Целые римские города были уничтожены объединенными усилиями рыхло-союзных аваров и славян на Балканах. Но Морис постепенно приносил стабильность в этот регион. Морис был тем преемником, которого Юстиниан так нуждался. Возможно, он даже планировал возродить Западную империю, разделив Римскую империю между своими двумя сыновьями. Однако ему так и не представилась такая возможность. В 602 году, во время визита в Константинополь, Морис был свергнут в результате совместного мятежа граждан и военных. А он сам и его семья были убиты. Захватчик Фока взошел на трон. Хотя войска и население выступили против Мориса, в ретроспективе можно увидеть, что он удерживал ситуацию намного лучше, чем понимали римляне. Многие войска, стоявшие на Балканах, ушли с Фокой, ослабив давление на славян и аваров на севере. Более того, персидский шах Хосров смог использовать свержение своего старого друга Мориса как оправдание для вторжения в Римскую империю в личных амбициозных целях. Какие бы достижения ни были достигнуты, теперь они во многом утрачивались. За 650 лет, в течение которых Рим и Персия делили границу, война, начатая в 602 году, Византийско-Сасанидская война, 602-628 году, которую я лично считаю правильным называть Гераклиевой войной, является одной из самых известных их конфликтов. На грани победы на Балканах новый император Фока вынужден был перебросить войска оттуда для борьбы с Персией, что позволило аварам и славянам восстановить силы. Фока вел проигрышную войну против персов, которые медленно захватывали территории. В 610 году Фока также был свергнут могущественным заговорщиком из Северной Африки по имени Гераклий. Первый десяток лет правления Гераклия также ознаменовался серьезными поражениями. Персы захватили такие города, как Кесария, Иерусалим, Антиохия и даже Александрия, лишив римлян крайне важных частей их империи. Угроза потери всего востока империи теперь стала реальной. Воспользовавшись этой слабостью, авары и славяне, теперь полностью восстановившиеся, снова напали на Балканы. Хаос в это время был настолько велик, что историки даже лишены многих деталей об этом периоде. Теперь война шла не только за удержание восточных провинций, она шла за выживание. В 626 году империя оказалась на грани гибели. Сам Константинополь был осажден объединенными усилиями персов, аваров и славян. Хотя враги Рима объединились в этом начинании, перед ними стояла поистине геркулесова задача — прорвать оборону лучшего укрепленного города мира. За почти 1200 лет под римским владычеством Константинополь падал только дважды. Это не был один из тех случаев. Римляне победили захватчиков и затем отбросили их. Гераклий, смело наступавший на персов на их собственной территории, сеял хаос в их рядах. В 627 году они встретились в битве при Ниневии. По некоторым рассказам, Гераклий действительно встречался с несколькими персидскими командующими, включая генерала, и побеждал их в поединке каждый раз в ходе этой битвы. Неясно, насколько это правда, но в любом случае, что точно ясно, так это то, что Ниневия стала ключевой победой для римлян. Персидский император Хосров был свергнут в панике, и Персия приняла мир в 628 году. Обе стороны согласились восстановить до войны границы и соглашения. Еще было много вопросов, требующих решения, и Балканы далеко не были в безопасности, но империя была спасена. Возможно, теперь Гераклий и римляне могли вздохнуть с облегчением, или, возможно, нет. Пока все это происходило, остальной мир тоже не стоял на месте. Недалеко от Константинополя, в городе Мекка, была основана новая религия — ислам.
Эта новая религия скоро начнет быстро распространяться, поскольку воины ислама создадут империю, которая в течение века будет простираться от Испании до границ Индии. Первая цель исламского завоевания — и Персия, и Рим. Хочу сразу уточнить, что персы и арабы, это разные народы. Арабы — это отдельная этническая группа, как, например, славяне в Европе. Это было актуально тогда и остается так по сей день. Современный Иран, то есть Персия, не является арабским государством. Я хотел прояснить это, поскольку часто происходит путаница, и я хотел избежать недопонимания. Теперь арабы были объединены под исламом. Преемники пророка Мухаммеда были готовы покорять мир, начиная с Рима и Персии. Государство, которое они создали, стало известно как Рашидунский халифат. Я упомянул, что Гераклиева война была одной из самых важных войн, которые вели Рим и Персия, но результат этой войны в основном сводился к возвращению к довоенным условиям. Эта война была глубокой, потому что она проложила путь к новой эпохе в истории — исламскому завоеванию, поскольку она значительно ослабила обе империи. Мусульмане начали свои завоевания как раз в идеальный момент. И Персия, и Рим пытались восстановиться, и многие их солдаты были довольно уставшими. Император Гераклий, теперь уже старый и тревожный человек, не ожидал нового наступления. В 634 году силы под командованием первого халифа Абу-Бакра вторглись как в Рим, так и в Персию. Это было огромным сюрпризом. Обе империи были в контакте с арабскими народами на протяжении многих веков, но до этого момента единственная угроза с их стороны заключалась в малых племенных набегах. Честно говоря, это были всего лишь беспокойства. В августе того года они захватили город Дамаск и начали оказывать давление на многие важные города обеих империй. Очевидно, что это была куда более серьезная угроза. Перегруженные римляне и персы осознали, что враг моего врага — мой друг, и начали сотрудничать, чтобы остановить захватчиков. Но будет ли этого достаточно? В августе 636 года римляне и арабы встретились в битве при Ярмуке. У арабов было около 17 тысяч человек под командованием Халида ибн аль-Валида, а у византийцев было, возможно, в 2 раза больше или больше под командованием Теодора Тритериуса. Несмотря на численное превосходство, Халид ибн аль-Валид мастерски справился с византийцами и одержал решительную победу. Это катастрофическое поражение открыло дорогу арабам для продвижения в остальной Левант. В следующем году, в 637-м, пали Иерусалим, Газа, Антиохия, а также персидская столица Ктесифон. Внешняя политика арабов была довольно проста — война с любыми немусульманами. Однако внутренняя политика была на удивление дружелюбной. Ранние мусульманские халифаты в многих ситуациях терпимо относились к другим монотеистическим группам, таким как христиане, особенно нихалкидонитам, а также евреям и даже персидским зороастрийцам, гораздо больше, чем Византия. Кроме того, арабы предлагали более низкие налоги, и некоторые группы, менее лояльные к православной Римской империи, не были особенно расстроены, оказавшись под властью нового правителя. В 639 году началось завоевание Северной Африки. Египет тоже быстро пал из рук истощенных римлян. К 643 году Александрия была захвачена, и весь Римский Египет оказался под арабским контролем, и не было признаков того, что они собираются остановиться. На самом деле, в том же году арабы взяли под контроль большую часть Персидской империи. Они двигались быстро. Потеря Египта была экономически, политически и стратегически разрушительной. Египет был римским хлебным амбаром на протяжении веков, и теперь его потеря отрезала поставки продовольствия в империю. Без этого продовольственного ресурса население Константинополя сократилось до 50 тысяч человек, что составляло лишь 1/10 его прежнего числа. Кроме того, культурное и политическое значение таких городов, как Александрия, сделало потерю Египта еще более сокрушительным ударом. С потерей Египта стало непонятно, как именно византийцы смогут восстановить контроль над Востоком, и теперь открылась дверь для завоевания всей Северной Африки. В условиях этого хаоса византийцы были вынуждены реорганизоваться. Они разработали новую систему — тематическую систему. Тематическая система реорганизовала провинции, объединив военные и административные должности. Если вспомнить документальный фильм о падении Рима, Диоклетиан на самом деле разделил военное и политическое управление. Кроме того, в рамках этой системы земля должна была предоставляться солдатам,
в таких регионах, как Анатолия и позднее Балканы. Это снижало нужду в деньгах для армии, поскольку солдатам можно было платить землей, и одновременно заполняло провинции солдатами, готовыми быть призванными на службу. Также создавались сельскохозяйственные общины, что помогало смягчить последствия потерь. Гераклий умер несколькими годами ранее, в 641 году. Его первый сын умер от туберкулеза, а второй был свергнут, оставив на троне Констанса II. Его внука, хотя Восточный Римский Сенат, должен был исполнять функции регента до примерно 646 года, так как он был еще ребенком. Восточный Римский Сенат был жив и активен. Не совсем ясно, какую именно власть он сохранял в этот период, хотя, конечно, это не была та власть, что существовала в дни Римской Республики. В 643 году арабы продолжили расширение на весь Северный Африканский регион. Однако в 645 году арабские силы были отозваны, поскольку халифат был отвлечен войной с хазарским каганатом. Это дало римлянам шанс попытаться вернуть крайне важный город Александрия, но они потерпели неудачу. К 647 году арабы распространились по всем византийским владениям в Северной Африке, захватив территорию, которая когда-то была Карфагеном. В 651 году арабы окончательно уничтожили Персидскую империю и убили ее последний императорский род. Не ждала ли того же участи и Римская империя? С новой базы в Египте арабы смогли построить флот, способный бросить вызов византийскому флоту, что открыло возможность захвата большей части империи, возможно, даже самого Константинополя. Этот флот был использован для захвата Кипра и Крита в 653 году и Родоса в 654 году. Озабоченный этими событиями, император Констанс II, теперь уже молодой человек, встретился с арабами в битве при мостах в 655 году. Римляне потерпели катастрофическое поражение. Возможно, было уничтожено 500 римских кораблей. Констанс II едва смог спастись, и лишь потому, что, как говорят, он подошел к одному моряку и сказал ему, что, мол, «тебе бы прекрасно подошел пурпурный цвет». Констанс переоделся в моряка, а арабы убили несчастного человека, который был одет как император. Византийская империя была в очень плохом состоянии. В это время славяне активно вторгались и мигрировали в большую часть Балкан, доходя до самого юга современной Греции, что сократило византийскую территорию до половины Анатолии вдоль Таврских гор, некоторых прибрежных территорий Балкан и некоторых земель в Средиземноморье и Италии. Тем не менее, после битвы при мостах опытный арабский командующий Муавия, который возглавил эти вторжения, был вынужден вернуться, чтобы справиться с гражданской войной среди арабов. Эта гражданская война ослабила давление на римлян и предоставила им возможность вернуть некоторые части Северной Африки и Балкан. Это стало причиной падения рашидунского халифата, но новая династия, которая пришла к власти в 661 году, создала династию омейядов, которая будет править почти целый век и создать одну из крупнейших империй в истории, продолжив войну против Рима, начатую рашидунским халифатом. Констанс II не пользовался хорошей репутацией. Он приказал прекратить теологические дебаты в своей империи, чтобы создать религиозное единство в то время, когда христианству угрожала исламская экспансия. Он даже пошел настолько далеко, что сослал папу Мартина I в Крым за защиту необходимости теологических дебатов. Он попытался убежать от тех, кто начал его ненавидеть, переехав в Сиракузы, но в 668 году был убит. Его сын Константин IV, Константин IV в английском варианте, был назначен императором. Быть византийским императором становилось опасной работой. С течением времени становилось очевидно, что римляне мало чему научились из своей истории, поскольку борьба за трон продолжала разрушать империю в момент, когда единство было крайне важным. Незадолго после этого мусульмане направились к самому сердцу Римской империи. В 674 году они осадили Константинополь. Рим стоял на грани падения, но Константин IV был решительно настроен защитить великий город. Он использовал новое оружие, известное им как римский огонь, а для нас — как греческий огонь. Греческий огонь был своего рода средневековым огнеметом, установленным на кораблях. Он сжигал арабские флоты и, вероятно, сыграл решающую роль в том,
чтобы прогнать их и спасти город. Рим спас себя во второй раз за столетие, но не восстановился как раньше. Потеря многих восточных территорий империи, помимо Северной Африки, которая была временно удержана после осады, стала окончательной. Эти земли изменялись религиозно, культурно, политически, этнически и социально, что заложило основу для развития современных стран Ближнего Востока. Даже когда было заключено мирное соглашение с халифатом, Константин IV не мог расслабиться. Византийское влияние на Балканы продолжало ослабевать, так как различные славянские группы продолжали мигрировать в этот регион. Поскольку славяне поселились и контролировали сельскую местность, многие великие города Балкан продолжали уменьшаться в размерах, даже если они не подвергались прямым нападениям. Именно на Балканы теперь обратил свое внимание император, чтобы вернуть те территории, которые славяне заняли во время византийской слабости. Но теперь из северо-востока появился новый претендент. Кочевой народ, известный как болгары. Болгары были знакомы Византийской империи уже некоторое время и даже служили ее союзниками, когда они обосновались в этом регионе. Однако после смерти великого болгарского царя Кубрата вторжение хазар вынудило сыновей Кубрата покинуть родные земли. Они разделили свои племена и пошли в разные направления, одно из которых направилось на Балканы под предводительством Аспаруха. Аспарух пересек Дунай и начал устанавливать контроль над регионом, включающим Северную Фракию и Моисию, которые были сильно заселены славянами, но еще оставались номинально под контролем Византии. Константин IV направился, чтобы вытеснить их, но его армия потерпела поражение в битве при Анголе, где болгары разгромили римлян, численно в 2 раза превосходя их. Это было критическое поражение. Оно вынудило византийцев признать создание болгарского царства, что ознаменовало начало Первого болгарского царства. Это было уникально. Хотя многие земли на Балканах были потеряны, римляне редко признавали претензии захватчиков. Константин IV умер в 685 году, всего в 33 года от болезни, оставив за собой империю, которая все еще была тенью своей прежней мощи. Тем не менее, по заслугам своих недавних предшественников, и несмотря на то, что империя не выигрывала каждую битву, она все еще могла бороться. Его преемником стал его 16-летний сын, Юстиниан II. Юстиниан II продолжил работу своего отца, пытаясь отразить арабов и вернуть Балканы. Изначально он добился успеха в войне с арабами, проведя военные действия в Армении, что привело к соглашению между двумя империями о разделении этой территории. Также было договорено совместное владение Кипром. Затем Юстиниан победил славян и болгар в нескольких битвах на Балканах. Однако, когда он снова атаковал арабов, ему не повезло. Юстиниан полагался на большие силы славянских войск в своей армии, но в битве при Себастополе в 692 году оказалось, что многие из них решили перебежать на сторону врага. Разгневанный, Юстиниан был вынужден отступить. Некоторые источники утверждают, что, возвращаясь через Анатолию, он учинил резню среди славянских мужчин, женщин и детей, поселившихся в этом регионе как месть. Хотя эта история, вероятно, не совсем правдива, он точно не был рад. Вскоре после этого Армения была утеряна, а Северная Африка, которая несколько раз переходила из рук в руки, была окончательно потеряна для мусульман. В следующие годы Юстиниан II также потерпел неудачи на внутреннем фронте. Он провел непопулярные религиозные реформы и даже пытался безуспешно арестовать папу. Он повысил налоги и вступил в конфликт с аристократией по вопросам земельных прав. В 695 году его подданные восстали. Его свергли, и он получил свое прозвище Ринотмитос, что примерно переводится как «носотряс». Это было связано с тем, что часто на Востоке за преступление вырезали нос. Идея заключалась в том, чтобы это было более милосердным наказанием, чем смерть. И таким образом лишение носа препятствовало Юстиниану II вернуться на трон, поскольку в Риме существовало древнее убеждение, что император не должен быть физически увечным. Или, по крайней мере, так считали тогда. Юстиниан II провел следующие 10 лет, нося золотой фальшивый нос, пытаясь найти помощь для возвращения на трон. К 705 году он заключил сделку с болгарами, которые предоставили ему войска. Он проник в Константинополь, устроил переворот и снова занял трон, используя лидеров, свергнувших его, как подставных фигур на праздничных колесницах, а затем казнив их. Время его второго правления как императора напоминает действие красного черепа,
который бродит по императорскому дворцу в пурпурных одеждах, правя безумно и тиранично. Однако, как и в случае с Коммодом и Калигулой, вероятно, он не был так плох, как его изображают историки. Иногда плохие императоры просто попадали в немилость к тем, кто писал историю. Но очевидно, что Юстиниан II был жесток. После восстановления на троне он возобновил войны с арабами и предал болгар, вновь начав с ними войну. В 711 году он был свергнут снова, на этот раз навсегда. Его казнили, и это затруднило его попытки вернуться. Империя пережила несколько лет политических беспорядков. Следующие 6 лет возглавляли 3 императора, каждый из которых правил по 2 года. Первые двое были свергнуты, а третий, Феодосий III, решил добровольно отречься от власти, прежде чем его свергнут. Этот период с 695 года, после первого свержения Юстиниана II, до отречения Феодосия III в 717 году, часто называется 20-летней анархией из-за своей нестабильности, и потому что он длился примерно 20 лет. Это было чудо, что Византийская империя смогла выжить, будучи окружена врагами с обеих сторон, один из которых был самой мощной и экспансивной военной силой того времени, и при этом пережить кризисы лидерства и внутренние волнения. В 717 году Феодосий III отрекся от престола в пользу Льва III, который в самый разгар осады Константинополя оказался готов противостоять арабам. В 717 году Омейядский халифат снова осадил Константинополь. Арабское войско под командованием Масламы ибн Абд аль-Малика осаждало столицу летом 717 года как с моря, так и с суши. Точные цифры неизвестны, но арабы, вероятно, имели десятки тысяч человек, возможно, более 100 тысяч, а также несколько тысяч кораблей. Византийцы же имели лишь около 12 тысяч солдат, но, как уже упоминалось, одни из лучших оборонительных сооружений в мире. С самого начала арабы столкнулись с греческим огнем, который деморализовал их флот, но не помешал им устроить блокаду города. Битва казалась неопределенной. Это была колоссальная сила. Если бы Константинополь пал, империя была бы уничтожена, и арабы могли бы распространиться по темной Европе. Однако осенью появился новый игрок. В 15 тысяч человек под предводительством царя Тургала, сына Аспаруха. Это были болгары, недавно ставшие союзниками Рима. Болгары атаковали арабов сзади и зажали их между собой и городом. Арабы были вынуждены терпеть эту ситуацию зимой, в более холодном климате, к которому они не были привыкшими. Однако весной прибыли арабские подкрепления. Некоторые из присланных подкреплений были христианами, и они решили перейти на сторону Византии. Можно сказать, что осада шла настолько плохо для арабов, что это почти невероятно. К концу лета 718 года арабы не смогли продолжать осаду, и она была снята. Это была по-настоящему историческая битва. Если честно, арабы должны были победить. Эта осада, наряду с битвой при Турах с Карлом Мартеллом в современной Франции в 732 году, стали важными поражениями, которые отогнали мусульманские силы от вторжения в материковую Европу, за исключением Испании и Португалии, до прихода османов. Несмотря на этот успех, это не было началом Золотого века Византии. Империя все еще страдала, и многие римляне, включая Льва III, хотели понять, почему. Вопрос был, не разгневали ли они Бога каким-то образом? Послал ли он врагов Рима, чтобы наказать их за нечестие? Этот страх был велик. Люди задавались вопросом, какой грех мог быть совершен, и некоторые христианские ученые начали сомневаться в использовании икон, религиозных изображений и памятников. Страх был в том, что люди подсознательно начали поклоняться этим иконам, а не самому Богу. Это восходит к интерпретации второй заповеди Ветхого Завета. «Не сделаешь себе кумира и всякого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу». В 730-х годах началось культурное движение, целью которого было изменение этой практики, что привело к первой иконоборческой борьбе. Множество религиозных изображений было разрушено по всей империи. Это движение стало популярным на Востоке, но не на Западе. Иконы считались совершенно приемлемыми на Западе, и, спойлер, иконоборчество так и не прижилось в католицизме, хотя различные христианские группы сегодня могут иметь разные взгляды на это. Но на тот момент это был важный спор в Византии.
Западное сопротивление иконоборчеству было важным, потому что, конечно, как Рим, так и Папа все еще были частью Византийской империи в этот период и вновь стали расходиться с Восточной Церковью. Однако Западная Церковь в это время и последние 2 века пыталась дистанцироваться от Константинополя, постепенно стремясь к независимости. Разделение углубилось при сыне Льва III, Константине V, который пришел к власти в 741 году и правил до 775 года. Он сделал 2 важных шага в начале своего правления. Первое — он усилил неприязнь своего отца к иконам и начал преследовать иконопочитателей, сторонников использования икон. Второе — он утратил интерес к Италии. Византийская власть в Италии ослабевала со времен смерти Юстиниана. Теперь из-за его безразличия в 740-х годах их многолетние итальянские соперники, ломбардцы, начали захватывать больше территории. В 751 году они даже захватили город Равенну, опорную базу византийского правления в Италии. Большая часть Италии, за исключением Юга и Сардинии, стала открыта для ломбардского расширения. С ухудшением византийской власти в Италии и отношений с папой, а также с тем, что ломбардцы уже почти стояли на пороге самого Рима, папа обратился к потенциально более надежному и дружелюбному союзнику — франкам. Франки в это время под властью Пипина Короткого были самой мощной силой в Западной Европе. Они также не ломали статуи, как византийцы. Они были хорошими католиками. Франки, ну, это, по сути, предки современной Франции, и их территория, как видно, охватывает большую часть современной Франции. Но со временем они вырастут в гораздо большее государство. Сын Пипина Короткого даже заложил основы для большой части Западной Европы и оспорил непосредственно Византийскую империю. В отсутствие Византии франки вторглись в Италию и заложили основы для формирования папского государства. Независимо от Восточного Рима, франки передали церкви земли, которые станут папским государством. Донорство Пепина часто называют донорством Пипина. Хотя в Италии византийцы потерпели поражение, правление Константина V было успешным в других областях. Омейядский халифат был заменен в революции на аббасидов, что дало Константину V возможность атаковать отвлеченных мусульман в 740-х и 750-х годах. После этого он начал серию кампаний против болгар. Ни одна из этих кампаний не принесла византийцам территориальных побед, но сам факт того, что они смогли перейти в наступление, был признаком того, что империя восстановилась в значительной степени. Константин V умер в 775 году, и трон перешел к его сыну Лео IV. Однако Лео заболел туберкулезом в течение 5 лет с начала его правления, и трон перешел к его младенцу, сыну Константину VI. Жена Льва, Ирина Афинская, должна была быть регентом, пока молодой император не подрастет, но вскоре проявила свои собственные амбиции. После около 50 лет иконоборчества Ирина показала себя как сторонницу икон, и таким образом она изменила строгие политики своих предшественников. Эта регентура продолжалась 10 лет. В 790 году Константин VI был готов к правлению. Однако его мать не была готова передать власть. После 7 лет регулярных конфликтов она приказала ослепить сына. Он позже умер от ран, оставив Ирину править в качестве единоличной императрицы. Это был первый случай в истории Рима, начиная с Августа, когда на троне оказалась римская императрица, или Базилиса на греческом. Не первый раз, когда женщина фактически была у власти. Феодора имела определенную власть во времена Юстиниана, особенно когда он болел от чумы и, как мы помним из документального фильма о падении Рима, Севера Александра и его матери, но это был первый случай, когда женщина была признана главой государства. И это было проблемой. В римско-византийском взгляде некоторые женщины могли, если необходимо, заниматься государственными делами, но религиозные вопросы были другой стороной. Император Рима всегда был полурелигиозной фигурой. На Западе это подрывало легитимность Ирины, и папа фактически считал должность императора Рима вакантной. Поэтому папа Лев взял на себя задачу найти мужчину, чтобы занять этот пост. Совпадение, что этот человек оказался тем, кто был бы выгоден папским интересам. 25 декабря 800 года папа Лев короновал великого франкского короля Карла Великого, того самого сына Пипина,
который завоевывал территории от Испании до Австрии, императором Рима или священным римским императором. Это не понравилось в Константинополе. Наличие женщины на троне Рима было спорным, но наличие германского варвара, который был в сговоре с папой, занимавшего титул, который ему не принадлежал, было еще хуже. Популярная фраза о Священной Римской империи, которая фактически основывалась здесь с коронацией Карла Великого, гласит, что она была ни святой, ни римской, ни империей. Это утверждение сохраняло свою актуальность со временем, особенно в эпоху Ренессанса и раннего нового времени, но в тот период и на протяжении многих веков, о которых идет речь в этом документальном фильме, многие западные люди действительно воспринимали это как возрождение Западного Рима или с течением времени как попытку его возрождения. Эти вопросы я более подробно обсуждал в других видео. Но на данный момент важно, что намерение Священной Римской империи состояло в том, чтобы быть возрождением Западного Рима. С этим претендентом пришли и претензии на Восток. В 802 году Ирина получила заманчивое предложение. Так уж получилось, что она и Карл Великий были оба не женаты. Карл предложил ей marriage. Это могло бы изменить все. Если бы Западная империя Карла Великого объединилась с Востоком, это могло бы привести к возрождению Старой Римской империи. Однако этого не произошло. Ирина была свергнута до того, как могла заключить такой союз, и умерла через год. Ее свергнул Никифор I, который правил с 802 по 811 год. Никифор унаследовал все те проблемы, с которыми сталкивалась Ирина, особенно напряженные отношения с арабами во главе с Харуном ар-Рашидом. Болгарами во главе с ханом Крумом и Западом, конечно, главным образом под руководством Карла Великого. Война началась с 3 сторонами. Войны с франками и аббасидами были краткими и привели к выплатам арабам и урегулированию с франками. Однако Болгария стала более серьезной проблемой. Болгары усиливали свою власть. Они недавно победили последних уваров, и их империя удвоила свои размеры. С точки зрения Византии с ними нужно было разобраться. Никифор был очень заинтересован в восстановлении византийского правления на Балканах. Он даже планировал переселить греков из Малой Азии в Грецию, чтобы возродить греческую культуру в этом регионе и уничтожить славян. Часть этого плана была превентивной мерой, опасаясь, что все более расширяющийся Карл Великий может вторгнуться в этот регион. В 811 году Никифор вторгся в Болгарию. Сначала он добился успехов, даже взяв столицу Болгарии, но позже в том же году он попал в засаду в битве при Плиске. Его армия была жестоко разгромлена, и он был захвачен. Никифор был отправлен к болгарскому хану Круму, где был обезглавлен, а его череп превращен в кубок для питья. Это единственный случай в истории, когда череп римского императора был превращен в кубок с серебряным покрытием. Но, возможно, это было указано мелким шрифтом как возможный профессиональный риск. Наследники Никифора были свергнуты Льва V в 813 году. Именно в этот год Константинополь снова был осажден, на этот раз болгарами. Однако это была лишь небольшая осада, и Крум быстро ее оставил. Римляне и болгары договорились о мире. Лев V, иконоборец, вскоре восстановил иконоборчество в империи, начав таким образом второй период иконоборчества. Его правление было в целом мирным. Однако в 820 году он был свергнут и убит в результате переворота с участием гориллы. Суть происходящего заключалась в том, что Лев приказал казнить видного командующего по имени Михаил, вероятно, за клевету, которая рассматривалась как измена. Метод казни заключался в том, чтобы привязать Михаила к горилле и отправить его в огневую камеру, находившуюся под дворцовой баней, где он мог либо погибнуть от нападения гориллы, либо от теплового удара. Не понимаю, почему они не повесили его, но, наверное, римляне всегда должны были что-то придумать экстраординарное. Его казнь была отложена до после Рождества. Поддерживающие Михаила использовали это как возможность для убийства Льва V во время мессы в Святой Софии, после чего провозгласили Михаила императором. Источники молчат о судьбе гориллы и его возможной роли в перевороте. Михаил II, как его называют, начал править в день Рождества 820 года. Однако его правление сразу же было оспорено еще одним видным военным командующим — Фомой Славянином. Вскоре разгорелась короткая гражданская война. Михаил победил в 823 году, но это было дорого. Особенно пострадал Византийский флот.
он уничтожил себя с помощью греческого огня. Это стало трагедией, когда арабы решили снова вторгнуться в империю в следующем году, в 824 году. К этому времени могущественный аббасидский халифат ослаб, но его силы, а также силы других мусульманских государств, которые он образовал, оставались угрозой для Европы. С падением византийского флота его островные владения оказались особенно уязвимыми. В 824 году мусульмане снова захватили остров Крит. В 827 году началась высадка на Сицилии. Бои на Сицилии зашли в тупик, однако, и арабы, и восточные римляне продолжали спорить за остров в течение многих лет. Фактически более века, но было ясно, что византийское присутствие на острове ослабевает. Михаил умер в 829 году, и его сын Феофил был успешно возведен на трон. Феофил правил с 829 по 842 година. В это время война с арабами продолжалась и даже распространилась на Анатолию. Осознавая необходимость быстрого уведомления о нападении арабов, Феофил, работая со Сколар Леоном-математиком, разработал нечто похожее на нечто из произведений Толкиена «Сигнальные огни». Это была сеть башен, протянувшихся по Анатолии на расстояние более 400 миль. Когда одна башня загоралась, следующая, находящаяся на значительном расстоянии, тоже загорала, и так далее, пока в Константинополь не поступало сообщение. Огонь сигнализировал об арабском нападении, и сигнал мог достичь императора из самого фронта за час. Это была самая быстрая связь в древнем мире. В правлении Феофила также был утерян Сардинийский остров, и на нем образовались независимые королевства, но в целом его правление было относительно спокойным. Он умер от болезни в свои 30 лет, и его наследником стал его младенец-сын, Михаил III, с матерью Феодорой, правившей в качестве регента до примерно 855 года. Иконоборчество снова закончилось при правлении женщины. Феодора, будучи иконодулой, отменил иконоборчество в год после смерти своего мужа, окончательно положив конец этому спору. Это событие было отпраздновано по всей империи и привело к ее канонизации. Когда ее сын Михаил III наконец был готов занять трон, он, к сожалению, начал показывать признаки безразличия к своим обязанностям. Его запомнили как омейдисоса, пьяницу. В империи были проблемы на всех фронтах. Болгары и арабы оставались постоянными угрозами, и против них вели войны. Михаил, похоже, взял на себя часть ответственности, и его правление, благодаря его генералам, оказалось во многом успешным с военной точки зрения. В 860 году, в ходе войны с арабами, Константинополь подвергся новой атаке. Это исторически называется осадой, но, скорее всего, это был набег на окрестности города. Нападение или осада была совершена людьми, которых называли русами. Русами можно назвать предшественников России, хотя важно помнить, что лидеры этого набега не были славянами, а викингами. Несмотря на то, что мир викингов и мир римлян могли казаться противоположными измерениями, две культуры взаимодействовали между собой. Римляне запомнили этих викингов, или варягов, как их называли на Востоке, и, как мы увидим, между этими двумя группами есть много интересных моментов. Говоря о славянах, именно при Михаиле III Византийская империя приняла решение, что распространение христианства, их версии христианства, на Балканах будет для них весьма полезным. Я использую термин «их версия», так как разделение христианства на восточное и западное становилось все более очевидным. Церкви часто расходились в своих взглядах. Византийцы послали многочисленных миссионеров для проповеди среди различных народов Балкан. Одними из самых известных были Кирилл и Мефодий, которые начали свою деятельность в 862 году. Кирилл разработал совершенно новый алфавит, в значительной степени основанный на греческих буквах, кириллицу, которая используется и по сей день в таких языках, как русский, сербский и болгарский. Их усилия были в целом успешными и оказали влияние на связывание славян с восточным христианством религиозно, что сохраняется до современности. Михаил III, будучи яркой личностью, похоже, окружал себя несколькими колоритными людьми. Одним из таких людей был борец из Македонии по имени Василий. Несмотря на свои скромные начала, Василий поднялся на высокие должности в дворе Михаила. Михаил стал доверять своему другу Василию, делясь с ним властью.
Однако это было ошибкой. В 867 году, после того, как Михаил уснул в состоянии алкогольного опьянения, Василий убил императора. Он затем захватил власть и стал императором. Династия, которую он основал, хоть и была основана на крови. Как многие другие династии, Македонская династия будет править Византией почти 200 лет, и она вытащит империю из темного века, в который она впала после смерти Ираклия. Эта династия даст Византии, возможно, второго самого известного императора — Василия II. Империя снова начнет восстанавливать свои былые величия, не только возвращая многие потерянные территории на Балканах, в Ближнем Востоке и Италии, но и сохраняющей эти территории в целости, как это не удавалось в течение многих столетий. Но хватит ли этого, чтобы спасти империю?